Друзья, порой так получается, что планируешь, скажем там, рассказать о чем-то одном, но так как-то все накладывается одно на другое, и вместо обзора, скажем, на процессор, материнскую плату, получается снять обзор на целый компьютер за $5000. Хотя мне кажется, так даже интереснее, чем просто рассказать какой-то там, не знаю, одной железки. В 2021 я таки не пощупал ни разу 12 поколение Intel, и память, которая новая, DDR5, я тоже не видел и близко. Ну, а в 2022 вы все уже знаете, я лично вообще не испытываю особо интереса к компьютерной технике. Раньше мне казалось это чем-то важным, а сейчас я смотрю на все это железо и хочется, честно, просто спать. Мне хочется плакать. И только действительно что-то вот стоящее может вызвать интерес, например, там гипермощный компьютер на самом диком процессоре, например, i9 12900K и видеокарте 3080 Ti. Причем большую часть именно в этом компьютере, что я собрал, это комплектующие фирмы MSI. Точнее, тут не все прям MSI, только корпус, водянка, видеокарта и материнка, но тем не менее получилось интересно, мощно, и обо всем этом хотелось бы рассказать своим зрителям. Да, я понимаю, что далеко не все позволят себе такой мощный компьютер почти за $5000, но чисто ради интереса почему бы и нет. И основой в нем, как мне кажется, должен быть все-таки предельно мощный процессор, это i9 12900K с материнской платой на Z690 чипсете. Насчет процессора, я думаю, уже все зрители насмотрелись обзоров еще в 2021. Да, безумный 16-ядерный 24-поточный процессор, один из самых мощных в данное время. Но хотелось бы уделить ваше внимание материнской плате с поддержкой памяти DDR5. Речь идет о материнке MAX 690 Tomahawk Wi-Fi DDR5 от компании MSI. И это весьма интересный экземпляр. Практически полностью плата закрыта радиаторами охлаждения, которые закрывают тут не только зону VRM и чипсета, но и целые 4 слота M2 накопителей. Но и сама плата тоже обладает мощной 18-фазной подсистемой питания, которая по идее должна справиться с i9 12900K без проблем, и даже в предельном разгоне, который я тоже сделаю, но чуть позже. Далее у нас имеется один слот PCI Express 5.0, да, вы не ослышались, это даже не самый новый 4.0, а еще более новый 5, который даже еще не появился у видеокарт, но в будущем точно появится. Так что материнская плата здесь серьезная перспектива, скажем так, на будущее. Ну и конечно, данная мат-плата поддерживает новейшую память DDR5, что придает существенный прирост производительности и поддерживает частоту памяти вплоть до 6400 МГц. И это только официально. Далее все идет под оверклокинг, то есть можно и больше, конечно, поставить и поднять больше, чем 6400. Из сетевых решений я бы отметил быстрый 2.5G коннектор для проводного подключения, а также поддерживает эта материнская плата последнее поколение Wi-Fi и встроенный Bluetooth 5 версии. Но одно дело это взять мощный 12900K и поставить на крутую материнку, иное дело это хоть как-то охладить такой процессор. И на такой материнской плате, мне кажется, будет приятно смотреться трехсекционная вода MEC Core Liquid S360. Это аккуратная, тихая ZJO, и в отличие от линейки Core Liquid K, эта система жидкостного охлаждения обладает куда более строгим дизайном, у нее нет лишней подсветки, все довольно серьезно, напротив, ее можно назвать премиальным продуктом, если такой термин вообще применим к системе охлаждения. На сам радиатор я прикрепил три фирменные вертушки MEC Silent Gale P12, которые создают мощный воздушный поток при низком уровне шума. При низкой температуре процессорные вентиляторы могут полностью останавливаться, что явно полезно, если нужна абсолютная тишина. Данная модель водянки имеет IPS-дисплей размером 2,4 дюйма, которые способны выводить различную системную информацию, изображения, там видеоролики, температуру, можно вывести даже изображение в формате BMP, JPEG или анимацию видео в формате MP4. Закрепил я водянку по советам подписчиков именно сверху, я все же прислушиваюсь к советам своих зрителей, если, конечно, они дают дельные советы. И, кстати, водянка крепится в корпусе, внимание, под двумя винтами 200 миллиметровыми, и это тоже интересное решение, чтобы снизить температуру. Про корпус я пока что ничего еще не сказал, и чтобы поместить все это далеко не простое и явно не дешевое железо, мне понадобился просторный премиальный корпус, удачно подходящий по дизайну к материнской плате и видеокарте и жидкостному охлаждению СВО, и это, конечно же, корпус MSI MPG Sekira 500X. Если честно, я впервые в жизни встречаю такой большой и тяжелый корпус, то есть тяжеленный. Я разные видал, то есть корпуса в жизни, но это прям машина среди остальных его конкурентов. Его дизайн лишен всяких там попсовых подсветок и китайских свистоперделок. Нет, это строгий, солидный корпус для мощного железа и очень большой видеокарты, коей и является RTX 3080 Ti Supreme X. Сам корпус имеет формат Mid Tower и отлично подойдет для материнских плат любого формата,
маловато, даже самых больших. В данном корпусе предустановлены 5 вентиляторов, 2 из которых это большие по 200 мм сверху, они с RGB подсветкой, и также 2 спереди, из которых один без RGB и тоже на 200 мм. И наконец-то 5-я вертушка у нас стоит на тыльной части, она на 120 мм и тоже с RGB подсветкой. На передней панели есть кнопка управления подсветкой, а через приложение Mystic Light можно настраивать и синхронизировать подсветку вместе с остальными компонентами. В общем, в этом корпусе все смотрится более чем симпатично и премиально. Есть также вместе с видеокартой в комплекте такой себе держатель для самой видеокарты, ибо она действительно очень массивная и очень тяжелая. Я применил этот держатель, конечно же, понятное дело, и в целом это, что еще хотелось бы рассказать, наверное, то, что пару слов о блоке питания и оперативной памяти с накопителем. Оператива, как я уже сказал, то есть в самом начале у нас DDR5 от Kingston, это две плашки по 16, то есть 32 оперативе в сумме на частоте 5200. Далее накопитель очень быстрый у нас XPG GameX S70 Blade на 1 терабайт. Его скорость очень высокая, порядка 7000 на чтение и больше 5000 на запись. И блок питания я тоже взял XPG Core реактор на 750 Вт с золотым сертификатом. И его, думаю, более чем хватит в эту сборку. В целом это все, друзья. Компьютер полностью собран, настроен. И теперь давайте посмотрим, что у нас по тестам именно в плане игр. Потому что я ставил перед собой задачу собрать мощный ПК для 4К монитора, для ультра настроек с трассировкой лучей. И начнем пока что мы именно с любимой мною Rainbow 6 в 4К на ультра со всеми, то есть настройками на максимальных. Итак, в целом видим, что у нас 150-160 FPS, точнее кадров в секунду. Это более чем достаточно, особенно для сетевых штанов. И если у вас дома имеется 4К монитор на 144 Гц, хотя это большая редкость, как бы стоит признать, и стоят они по $2000, так или иначе, результат мне кажется отличным, и температура железа тоже очень низкая. Особенно это заметно на процессоре, ведь там не больше 50-60 градусов, и это очень низкая температура на столь ядерном процессоре. С учетом того, что при том еще за окном жаркое лето, в комнате 29, и при этом водянка Core Liquid S360 практически ее не слышно. Не подумайте, конечно, что она не прям таки бесшумная там, но на фоне даже минимальных оборотов корпусных вентиляторов она просто растворяется. Ну окей, идем далее с вами и следом давайте запустим что-то явно более требовательное, например, Cyberpunk. И тут весьма интересная ситуация. Значит так, я выставил все настройки на самые запредельные с трассировкой лучей в 4К и выставил DLSS в режиме производительности. Как бы для 4К с такой плотностью пикселей на мониторе в таком режиме DLSS картинка все равно остается очень детализированной. И вот с такими настройками в сложных ситуациях с кучей машин и объектов получаем 50 с копейками, местами 60 плюс. То есть в самой требовательной игре, не побоюсь этого слова, в мире мы получаем почти 60 FPS в 4К на ультра с трассировкой. Все зависит от локации. Если, скажем, в помещении или не в центре Night City, то есть даже 70 и больше кадров. А в целом, то есть в сложных локациях бывают просадки даже до 50. Но можно таки немножко поднять фреймрейт, например, сделав разгон процессора и видеокарты. Я решил это сделать через BIOS, подкрутить P-ядра, то есть мощные, и поднял их до 5300, все 16 ядер. И остальные 8 слабых ядер я поднял до 4200. Все это делается очень просто в BIOS, просто прописав множитель, и на этом все. Материнские платы MSI в этом плане самые лучшие на мое усмотрение, и память они тоже отлично гонят без проблем. В общем, с таким, я бы сказал, предельным разгоном мы получаем прибавку в среднем плюс 5, возможно 6 кадров в секунду. И все равно это чутка не достает до стабильных 60 в сложных локациях. Да, разница есть, конечно, но я бы не сказал, что она прям того стоит, так сильно, знаете, мучить железо предельным разгоном, чтобы получить какие-то там плюс 5 несчастные FPS. Оптимально это все-таки выставить 5000 на всех мощных ядрах и 4000 на слабых. Это я, собственно, и сделал, то есть для всех будущих тестов. И вот с такими настройками я запустил Forza 5 на экстремальных настройках в 4К с трассировкой, и видим с вами в среднем 75-85 FPS. Причем после поднятия частоты все равно температура железа остается комфортной, даже низкая, я бы сказал, так что все работает стабильно и без проблем. Далее в конце еще закинул новинку Dying Light 2 часть, она очень требовательная к железу, и еще там есть поддержка трассировки. Короче, в 4К на ультра у нас чуть больше 70 FPS. Можно спокойно пройти игру даже в 4К без проблем. В общем, сборка ПК получилась как раз таки впритык к современным требованиям в 4К. Можно сказать, это машина, которая и называют ультимативным решением для 4К в 2022. Да, цена ее, конечно, не для всех
всех зрителей, однако и требования к железу тут тоже явно высокие. Все же это 4К с лучами и 60 кадров, это очень высокие запросы. Тут уже как ни крути. На этом у меня все, друзья. Надеюсь, вам было интересно это видео. Ссылочки на железо этой сборки я оставлю в описании под этим видео. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем желаю не болеть и до новых встреч на канале. Пока-пока.